Давайте подумаем, как устроена идеальная Россия Владимира Путина. Это такая полная тишина, стерильная атмосфера, где миллионы нищих, запуганных людей работают за гроши. Они не поднимают глаз, они внемлют пропаганде, ничем не интересуются и, главное, молчат. Это огромная, устрашающая личная армия, которая служит ему, а не закону. Охраняет его от всех, кто не согласен. Это прокуроры, следователи, судьи, которые исполняют каждое его желание. Они калечат жизни, издеваются, пытают. Темнота, тишина и покой. Чтобы никто и никогда не мешал ему воровать. Наша же работа уже много лет врываться в этот идеальный мир Путина и рушить его. Включать свет, носиться, кричать: «Караул, у нас воруют, держите жулика!» Ровно за эту работу нас и признали экстремистами, приравняли к международным террористам из ИГИЛ, Аль-Каиды и Аум-Синрикё. Они взрывают людей, убивают тысячами перед камерой, отрезают людям головы. Мы же перед камерой показываем дворцы и яхты, показываем, как чиновники берут взятки. Но в глазах Путина мы одинаковые. Антикоррупционные расследования – это то, что бесит Путина больше всего. Они бьют в самое слабое место его системы. Воровать можно, а вот рассказывать об этом нельзя. Давайте я быстро объясню вам, как расследовать коррупцию. Самое главное, что нужно понимать, это то, что воровать незаметно невозможно. Везде остаются какие-то следы. Может быть, официальные документы, какие-то записи в реестрах. Может остаться след в финансовой отчетности, могут утечь договора, или счета, или накладные, или планы домов. Где-то появятся фотографии или видео, а где-то реальные люди со своими историями. И работа расследователя, она заключается в том, чтобы во всем этом огромном массиве информации найти то, что нужно. Фамилию, название офшора, дату. Мы все это собираем, анализируем, перепроверяем и рассказываем вам об очередном чиновнике с домом за миллиард или тещей олигархом. И это такая непрекращающаяся борьба. Они от нас эту информацию прячут, а мы ее находим. Они перепрятывают, а мы ищем по-другому и все равно находим. И к этому моменту кажется, что засекретили буквально все. Госзакупки Министерства обороны, ФСБ, ФСО – секретно. Хочешь узнать, сколько тратят на оборудование очередного спа-комплекса 10-й по счету резиденции Путина? Нельзя, это гостайна. Вы знаете, например, что руководству ФСБ и Минобороны не нужно публиковать декларации о доходах вообще. Всем надо, а им нет. Директор ТЮЗа в городе Нягань обязан отчитываться о доходах, а какой-нибудь заместитель Шойгу – нет. И главная битва разворачивается здесь. Росреестр – это единая база с информацией о недвижимости и собственниках. Этот реестр учитывает каждый объект недвижимости в России. Земля, дома, квартиры, гаражи, уличные беседки – все. Территория страны расчерчена на 60 миллионов участков. О каждом из них записана информация. Кто собственник, арендатор, площадь, дата покупки и так далее. Это один из самых главных государственных реестров. Без него невозможно купить квартиру, продать квартиру, получить наследство, взять ипотеку. Без него невозможно вообще доказать, что твоя квартира на самом деле твоя. В общем, хороший реестр. Полезный. Особенно тем, что купленные на ворованные деньги дворцы и пентхаусы путинских чиновников там тоже учтены. Ты можешь сколько угодно притворяться народным губернатором, слугой народа, скромным и покладистым трудягой. Но именно в Росреестре найдется выписка на твою престарелую тещу, и окажется, что в 70 лет она купила себе квартиру на Арбате за 120 миллионов рублей. И флер народности, вы знаете, как-то развеивается. А если что-то в России работает хорошо, приносит пользу, делает государство более открытым, а граждан более информированными, значит, что с этим Путину надо сделать? Пустить под нож. Правильно, уничтожить. И ровно это сейчас происходит с Росреестром. Полностью систему кадастрового учета отключить невозможно, но ее можно сломать. Все началось в 2016 году, когда вместо Артема и Игоря Чаек, детей тогдашнего генпрокурора Чайки, появилось вот это. Шифр. Почему? На каком основании? Почему мы не имеем права знать, что вот этот 2000-метровый дом на Рублевке принадлежит сынуле главного блюстителя закона и порядка в стране? Шифр оказалось несложно разгадать, и они придумали новый трюк.
вместо имен и фамилий чиновников они начали писать «физическое лицо», а потом и «Российская Федерация». Нет, не поймите нас неправильно. Наверное, действительно существуют ситуации, когда можно засекретить домашний адрес какого-нибудь важного разведчика, за которым охотятся все спецслужбы мира. Но это теоретическая ситуация, а вот по факту все по-другому. Вот взгляните на эту выписку. Российская Федерация передает по брачному договору огромный дом 1500 метров в Москве. Абсурд? С кем у Российской Федерации может быть брачный договор? Ошибка какая-то, наверное, или что-то такое. Но на самом деле это всего лишь глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Иванович Сечин развелся с женой и по брачному договору передал имущество ей, а потом эту выписку засекретили. А вот Российская Федерация, а на самом деле засекреченный путинский друг Чемизов, дарит полгектара земли на Рублевке. На примере старой питерской квартиры самого Путина можно увидеть, как еще жулики из Росреестра просто ломают государственные базы данных. Они подменяют имена, они выдумывают людям псевдонимы. Вот раньше этой квартирой владели Путин, его жена и 2 дочки. А если заказать выписку сейчас, то там вместо Владимира Владимировича Путина будет Игорь Петрович Сергеев-Градский и вся семья Игоря Петровича. А вот выписка на подмосковное поместье заместителя мэра Собянина Николая Горбенко. Его тоже засекретили. Горбенко пришел на госслужбу из издательского бизнеса, и псевдоним для Росреестра взял себе творческий, со смыслом. Теперь его недвижимость записана не на него, а на некого Ивана Федорова, тезку основателя книгопечатания в России. Как видите, все эти способы хороши, но они недостаточны. Мы их все равно находим, эти квартиры и дома. И это подводит нас к последней махинации, которая вот прямо сейчас происходит с Государственным реестром недвижимости. Посмотрите внимательно на эту карту. Видите что-нибудь подозрительное? Или вот на эту карту. Замечаете? Все участки выделены границами, на них можно кликнуть и посмотреть информацию, а вот эти вот участки нет. Сами участки и дома никуда не делись, никто их не сносил, а вот информация о них стерта. Все соседние объекты учтены и записаны, а вместо вот этих пустота. Ну, глазами же вы видите, что вот тут стоит огромный дом, а по документам это чистое поле, все стерто. Этот способ, безусловно, самый изощренный. Но невозможно взять выписку на то, чего не существует. Я уверена, что когда наши жулики это придумали, они с удовольствием потирали ручки. Но теперь-то их точно никто не раскроет. Но спешим их огорчить. Знаменитая некомпетентность и криворукость путинских чиновников нам помогает в очередной раз. Мы нашли способ обнаружить удаленные записи. Сравнив списки существующих в России объектов недвижимости за разные даты, мы вычислили несколько сотен удаленных участков. И по старым еще архивным выпискам, которые у нас накопились за 10 лет работы, мы восстановили имена тех, кого от нас так старательно прячут. Самим фактом своего удаления из Росреестра они оказали сами себе медвежью услугу. Хотели спрятаться, а в результате просто как глупые рыбешки выпрыгнули из воды прямиком в наш сачок. И сегодня мы расскажем вам, кто они, самые засекреченные люди страны. Те, ради кого перекроили карты, сломали важнейший государственный институт кадастрового учета. Самые секретные и самые важные люди страны. Начнем с неожиданного. На этом видео журналистка CNN приходит в гости к одному из ФСБшников-отравителей Навального, Олегу Таякину. Его адрес мы тогда нашли и подтвердили благодаря Росреестру. Сегодня мы бы этого сделать не смогли. Записи о его квартире полностью удалены. Такого объекта недвижимости просто не существует. Далее. Начальник команды отравителей. Генерал, начальник Центра специальной техники ФСБ России Владимир Богданов. Извините, вопрос такой. Ничего, что мы с вами по обычному телефону такие вопросы... Мы ничего такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация, я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить по такой связи. Его квартира и участок в Подмосковье удалены из Росреестра полностью. А что касается остальных отравителей, их имена просто заменили на Российскую Федерацию. Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь просто не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра. Все потому, что в квартире прописан их сын-убийца. Двигаемся далее к вообще необъяснимым вещам, которые творятся в нашем с вами государственном реестре недвижимости. Помните, был такой министр внутренних дел Нургалиев. Он уже почти 10 лет как не министр, но его 174-метровая квартира в центре Москвы засекречена.
Сыну действующего министра внутренних дел Колокольцева 38 лет, он миллиардер. Вот такую дачку он себе прикупил 5 лет назад. Целый гектар земли и прекрасный дом. Стоит больше миллиарда рублей. Все записи об этом объекте и всей другой собственности сына действующего министра удалены. В 2011 году в отставку был отправлен замглавы ФСБ Вячеслав Ушаков. Он прославился тем, что потратил на празднование своего дня рождения $1 миллион. 10 лет спустя 250-метровая квартира его дочери рыночной стоимостью 120 миллионов рублей является засекреченной. Этот объект удален. Или вот, например, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина. Ее зовут Анастасия Задорина. Она известная светская львица, но зарабатывает, естественно, на господрядах. Именно ее фирма эксклюзивно шьет форму для олимпийских спортсменов. Она в 21 год купила 200-метровую квартиру в самом центре Москвы. И эта информация тоже является гостайной. Такая же удобная услуга по засекречиванию недвижимости дочерей досталась и дочери заместителя Бортникова, статс-секретаря ФСБ Купряшкина, ее соседки по дому, дочери главы научно-технической службы ФСБ Фетисова и дочери руководителя службы контрразведки ФСБ. Очень удобно. И враг не узнает, и вопросов о том, откуда у нее 1000-метровый особняк, не будет. Далее. Виктор Алексеевич Зубков. Коллега Путина по питерской мэрии, бывший зампред правительства. Последние 10 лет он работает в «Газпроме», председатель совета директоров. Ему засекретили целых 2 дома, один из которых на Рублевке. Почему? Неизвестно. Советник председателя правления «Газпромбанка», бывший глава Департамента экономической безопасности МВД, уволенный со скандалом еще в 2011 году. Квартира его жены 230 квадратных метров, находится вот в этом замечательном жилом комплексе. И эта квартира удалена. Видимо, жена советника председателя Госбанка – это одна из самых главных целей коварных западных спецслужб. Похоже, что все иностранные разведки охотятся и за 82-летней мамой прокурора Москвы Дениса Попова. Иначе зачем из Росреестра стерли сведения о ее даче на Рублевке? Вот еще несколько примеров самых охраняемых в России людей. Тех, ради кого переписываются реестры. Зарина Дагузова, глава Ростуризма. Ее квартира на Садовнической набережной в элитном доме для московских чиновников удалена из Росреестра. Ольга Егорова, бывшая глава Мосгорсуда, человек, который своими руками разрушил, коррумпировал и ввел ручное управление во всех московских судах. Засекречено. Видимо, в качестве благодарности за работу. Наши старые друзья, дети бывшего генпрокурора Чайки, который уже 1,5 года в отставке, тоже удалены из Росреестра. Я горжусь, что у меня есть такие друзья. И все это делается под соусом того, что охраняются наши с вами государственные интересы, интересы России. Но почему тогда секретят элитную недвижимость семьи президента Казахстана Токаева? Вот выписка на 200-метровую квартиру его сына в Хамовниках. У нас она хранится давно, сегодня такую выписку уже не получить, объект удален. Ровно как и еще одна 170-метровая квартира бывшей жены президента Казахстана, тоже засекречена. Формально единственным объяснением этому может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб. Мы этого, конечно, не исключаем, но давайте скажем прямо. Достаточно очевидно, что услуга по удалению себя из Росреестра, она теперь доступна просто неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей. Что государственного интереса в засекречивании гламурной дочери завхоза ФСБ или престарелой матери прокурора или сына президента соседней страны, нет. Это такая просто новая услуга для путинской элиты. Иммунитет от расследований. Знак почета самым главным выслужившимся коррупционерам страны. Но засекречивание группы сотрудников ФСБ, которые ездили за Навальным, это лучшее доказательство того, что мы были абсолютно правы. Что в России существует отряд ФСБ, который занимается политическими казнями, внесудебными расправами. Что под вывеской Института криминалистики подпольно разрабатывается химическое оружие для точечных убийств. Другой причины стирать все данные об ученых-химиках и докторах из ФСБ нет и не может быть. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.